Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. В нулевых по Диснею шли сериалы, ситкомы. Ханна Монтана, Зак и Коди и другие неинтересные сериалы. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Зак и Коди и Ханна Монтана самые смотрибельные сериалы Дисней. Собака.ком. Дайте Санне шанс. Да, возможно, эти названия вам даже ни о чем не говорят, при том, что вы смотрели Дисней ежедневно. Братья Джонас. Кто-нибудь помнит братьев Джонас? Пошел нахуй. Ладно. Когда мои друзья спрашивают, какие сериалы я смотрел, мне всегда нечего ответить, потому что помимо парочки попсовых сериалов, я смотрел то, о чем лучше никогда и никому не говорить. Йо, чё, как народ? Как вы знаете или не знаете, помимо мультсериалов и полнометров, Дисней делал еще и молодежные сериалы. Волшебники из Вейверли Плейс, Зак и Коди, Ханна Монтана, Джейси, Танцевальная лихорадка, Держись Чарли, Собака.ком, Остин и Элли, Фил из будущего, Джонас Бразерс, Дайте Санне шанс и другие. Из этого списка вы как минимум слышали про Ханну Монтану, Зак и Коди, и может быть про волшебников из Вейверли Плейс, потому что их показывали по СТС. Так вот, я уже когда-то давно упоминал то, что когда нам подключили канал Disney, я смотрел все, что там показывали, включая эти чертовы молодежные сериалы. Нравился мне, наверное, больше всего Зак и Коди, так как я был мелкий, и смотреть, как другие мелкие бегают по отелю, было, наверное, интереснее. Зак и Коди — это два брата-близнеца, один из которых задрот, учится на пятерке, а другой крутой. В принципе, по их одежде можно сразу все понять. Не, Коди, конечно, тут еще задрот, блин, а с кем бы мне себя ассоциировать? Я должен смотреть, я должен как-то ассоциировать себя с кем-то, да? Да я Зак тогда, получается, он же классный, я могу его выбрать, кто-то возражает вообще, это всем похуй абсолютно. Ну все, я Зак. Женечка! О боже, это снова ты! Не можешь понять, с кем себя ассоциировать в сериале? Да! Я могу тебе помочь, но ответ ты можешь получить только через 30 лет! Или прямо сейчас, что ты выберешь? 30 лет! Да идиотище, ты ж тупое, бля! Ладно, я отвечу прямо сейчас, и твой герой это... Лондон Тип-Топ — это дочь хозяина отеля, крайне глупая, иногда прям чересчур, например, она не умеет читать и писать. И как вы уже поняли, крайне богатая. У нее есть противоположная ей умная и бедная подруга Мэдди, которая, как и все персонажи в этом сериале, в шоке с тупости Лондон, но каждый раз помогает ей и считает ее своей лучшей подругой. Ну и вот этот мужик, который как будто олицетворяет взрослого человека, который смотрит этот сериал. Какие же кринжовые дети, какая тупая Лондон, чем я вообще занимаюсь? Итак, а теперь Зак и Коди за 1 минуту. Каждый день сегодня, каждый день что-то там. О боже, Зак, ты такой тупой. Боже, Коди, ты такой умный. И что? Да, я что-то не подумал. Ну, короче, я докажу, что быть умным прикольнее. Тогда я... Ой, как я ненавижу свою жизнь. Это просто... Ой, ребята, знали бы вы, как я ненавижу свою жизнь? О, это же бедная. Пойдем что-нибудь поделаем. Да пошла ты. 100 баксов. Мы лучшие подруги. О, у бедных нету прислуги? Нет. Господи, а ты уже слышал новость, то, что мой отец крайне богатый? Да ты дура, блядь, я работаю на него. Тем временем. Ты задрот. А ты тупой. А ты задрот. Какая ты тварь. Какой же ты задрот. Да все. Брат, почему мы постоянно ссоримся? Ну а давай не будем. Конец. Зак и Коди в целом был действительно неплохим, добрым и милым ситкомом. На самом деле моделей серии тут намного больше, например, когда все герои вместе идут в какой-то номер проверять призраков. Лондон, спаси! А теперь вернемся к реальности. Пацан, который был типа умненький, если что, играл вот этого пацана в Ривердейл, которого вы, возможно, знаете именно по этой роли его. А вот тот, что Зак, открыл свою пивоварню. Ну нихуя. Мне нравятся эти пацаны, потому что они одни из немногих голливудских звезд, которые не пошли по типичной дорожке звездного ребенка. Они просто скрылись в тень, поступили в университет и начали познавать обычную жизнь. Один, например, открыл себя как фотографа и сыскал славу еще раз в актерке, а другой... пивовар. Что из этого лучше, решайте сами. Ханна Монтана. Думаю, нет смысла говорить про влияние Ханны Монтаны, ведь все знают, кто такая Ханна Монтана. Мирпи, я не знаю, кто такая Ханна Монтана. Ханна Монтана мне тоже очень нравилась. Вам может показаться это странным, но песню из заставки я все еще периодически слушаю, причем на удивление русскую версию, потому что она просто прекрасна. Достали смерть из жизни. Прямо для жизни. Меня в каждый пирог. Прямо То, что мне по нутру.
реально уже появились дети, которые никогда не слышали про Ханну Монтану. Даже в песне пошлой Молли. Есть обычная девчонка, которая живет со своим отцом и братом. Кстати, отца играет реальный отец Майли. Ничего особенного, у Майли есть ее лучшая подруга Лили, с которой они постоянно ссорятся и, в принципе, занимаются обычными вещами. О боже, как все скучно. Но наступает вечер, и Майли уже не до Default Girl посидела теперь на Ханна Монтана и раздает автографы тысячам фанатов. Вот это сюжет, блядь, да! Я живу для жизни. А самое главное, что для того, чтобы тебя никто не узнал, достаточно одного парика. Эй, я знаю, кто такая Майли Сайрус, она моя лучшая подруга, но кто это? Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Я пересмотрел всего парочку серий, и самое первое, что бросилось мне в глаза, это затронутые темы. Например, в одной из серий Майли узнает, что ее отец начал встречаться с другой женщиной и не может принять, что после смерти матери он может встречаться с другими. Майли в полном депрессии, а потом он объясняет, что нужно жить дальше и уметь отпускать прошлое. Достаточно неплохо, ну то есть в Заке Коди я такого не видел. Или, например, в этой серии Майли должна выступить перед королевой Англии, а у ее брата Джексона тем временем должен быть самый обычный матч по волейболу в школе. Но что если для него это тоже много значит, как выступить перед королевой? И тут вопрос, послать ли нахер матч брата, потому что он чертовски мелочный по сравнению со встречей с королевой. В итоге Майли спидранит свое выступление с определенным пофигизмом и отправляется с отцом на матч Джексона смотреть на самый зрелищный матч в мире, который он играет со своей бабушкой. Не спрашивайте, я просто не хочу вдаваться в подробности этой серии. Да, никто с ним не играет, играет с ним его бабушка. Кстати, довольно неплохо. Ну, согласитесь, это просто мило. Ну, то есть, они выбрали обычный матч по волейболу, но потом Майли такая типа: ой-ой-ой, я что, пришла сюда как Ханна Монтана? Нет! Ну, и, конечно же, она не догадывается снять свой парик, блин, ёбан. Все убежали за Майли. Матч выигран с бабушкой. Ну и потом разговор о том, что это я виноват. Нет, это я виноват. Это я виноват. Я тебе сказал, тварь, не спор. Конец, все хорошо, мораль прикольная. Зака Коди и Ханна Монтана запомнились как бестселлеры всех подростковых сериалов от Disney. Но что насчет других? Ведь волшебники из Waverly Place тоже шли по СТС. И там была даже Селена Гомес, та самая, которая I love you like a love song, baby. Этот сериал при пересмотре кажется странным, но в этом сериале есть магия, поэтому... Оу, да. Мужик-эльф на гринскрине, который любит шоколад. Да сюда, да есть же. Отец говорит: не трогайте эльфов, они опасны, потому что они любят шоколад. Никогда не давайте им шоколад. Алекс, которая дочь, которая главный герой, которая Селена Гомес, которая I love you like a love song, baby, хочет пересдать тест по испанскому, но она абсолютно не понимает испанский, поэтому... Хей, я сделала себе эльфа-испанца, который будет мне подсказывать. Да сюда, да есть же. Она сдает испанский благодаря эльфу-испанцу, но братьям это не нравится, потому что Алекс сжульничала. Кому не похуй. И в день, когда Алекс пошла на свидание, они подкидывают в ее сумку эльфа. Алекс тянется к своей сумочке, где эльф с кайфами уже хавает шоколад и, внимание, кусает Алекс за палец и заражает ее шоколадоманией, и в итоге происходит вот это. Верни ее быстрее! Этого все, отличный сериал, мою! В целом, наверное, это 3 основных сериала Disney, которые вы, скорее всего, смотрели. А теперь спидран. Все, тип-топ или жизнь на борту. То же самое, только они теперь на борту. Виолетта. Да я люблю тебя! Держись, Чарли. Обычный ситком, но тут есть младенец, который умеет делать вот так. Ну хорошо. Братья Джонас. 3 брата поют песни, а еще они недавно воссоединились, и по всей видимости они soccer, танцевальная лихорадка. 2 девочки танцуют, им в принципе весело, но это и, наверное, явно веселее, потому что это МJ. Зик и Лютер. Сериал про 2 скейтеров, которые заставляли меня выходить на улицу со скейтом, пробовать Олли и вспоминать, что... лучше не надо. Вот и все, там есть еще много ситкомов типа Джесси, но я честно не понимаю, что о них сказать. Что ж, Disney недавно закрыли, о чем вы мне очень много писали, но я не понимаю, почему для кого-то это горе. Да, конечно, обидно за то, что канал, который давал много эмоций нам в детстве, больше не работает, но, ребята, вы же смотрите этот ролик в интернете, где каждый из этих сериалов в открытом доступе. Правда, я не знаю, захочет ли кто-то на серьезных щах пересматривать их, но у вас есть такая возможность. И почему бы не устроить, например, марафон какой-нибудь Ханны Монтаны, который, может, и не даст тех эмоций, но явно даст вам отвлечься от реалий и вспомнить времена, когда вас волновало лишь: а почему у Майли никто не узнает, она же просто парик надела. Пока. Чего? Подписывайтесь на мой телеграм. Там есть комиксы и всякое всячего, блядь.